Всем привет! Меня зовут Слава, и вы на канале «Секреты жизни за границей», где я вам рассказываю о том, как же живут наши экспаты за рубежом. Я вам рассказывала уже про Турцию, про Таиланд, и вот уже третий год мы живем в Эмиратах. Довольно-таки накопились опыта, которым, я думаю, уже можно с вами поделиться. Итак, это серия о том, как жить в Дубае. Итак, сегодня я вам расскажу о том, где снять жилье, как это сделать самым удобным способом, что нужно сделать, чтобы не переплачивать, как заключаются контракты, а здесь все жилье на контрактах, что такое дева, что такое чеки, сколько вам обходится коммуналка, сколько стоит вообще жить в Эмиратах, рассмотрим с вами все затраты для семьи, как без деток, так и детишную. Я, конечно, буду рассказывать в среднем, и вы уже сможете сделать для себя приблизительные выводы, какие у вас должны быть доходы и сколько вам нужно для того, если вы, например, получили приглашение на работу сюда, либо вы планируете переехать на постоянное место жительства, либо вы хотите переехать здесь для зимовки, то есть чтобы вы понимали, в какую цену вам это встанет и нужно ли вам это вообще. Если вам интересна эта тема, подписывайтесь на канал, вот здесь, наверное, и поехали! Давайте договоримся на берегу, что страна, в которой мы сейчас проживаем, называется Объединенные Арабские Эмираты, а город и одновременно Эмират называется Дубай. Он мужского рода и поэтому склоняется соответственно этим правилам. То есть, например, вы можете сказать, что я еду отдыхать в Дубай, либо этого нет в Дубае. Минуточка лингвистики закончилась, теперь минутка истории и географии. Дубай – это крупнейший город на побережье Персидского залива, который славится своими роскошными магазинами, ультрасовременной архитектурой, ресторанами, ночными клубами, белоснежными пляжами и теплой погодой. Очень теплой, я бы даже сказала жаркой. Дубай также является глубоководным морским портом и административным центром Эмирата, важнейшим торговым и финансовым центром не только Эмиратов, но и Ближнего Востока. В период с 54 по 71 год прошлого века являлся административным центром британского протектората Договорный Оман, чем обусловлена местных жителей особая любовь к бритишам. Также здесь проводятся разнообразные международные конференции, фестивали, выставки. И отсутствие налоговой пошлины явилось прямым стимулом к привлечению крупных всемирных офисов и компаний, сделав город еще и экономической столицей Востока. Все эти факторы, конечно, привлекли большое количество иностранцев жить на данных просторах. Но, немного спойлера, жить в данной сказке с каждым годом становится все сложнее, цены очень сильно растут вверх, а вот зарплаты, как говорят старожилы, очень упали. Но давайте все по порядку. Когда вы приезжаете в страну, один из первых моментов, с которым вы сталкиваетесь, это жилье. Дубай довольно большой город, и выбирать район можно, отталкиваясь от того, с какой целью вы приехали. Если, например, вы приехали на работу и не любите долго добираться до офиса, это могут быть районы GLT, бизнес-бай, даунтаун. Это, скажем так, основные бизнес-районы города. Если же вы хотите быть поближе к заливу, это могут быть Марина, Джумейра Бич Резиденс, Пальма Джумейра. Более бюджетными вариантами являются Дейра, Бурдубай, Сатва и многие другие районы. При выборе жилья каждый, конечно, основывается на свои вкусы, желания, близость к работе, что тоже очень важно. На что я вам здесь рекомендую обращать внимание? Во-первых, это этажность. Не во-первых, давайте так, а вообще один из пунктов – это этажность. Мало кто знает, что жизнь на высоком этаже, она накладывает на себя определенные отпечатки. Зачастую это головная боль, это болезнь ушей. То есть если вы живете выше, чем 20 этаж, знайте, что мигрени и так далее, с этим вы можете столкнуться.
Следующий фактор – это, опять же, высотность, этаж. В хорошем смысле, чем выше ваш этаж, чем зачастую выше стоимость, потому что у вас открывается лучший вид. То есть это вы тоже должны учитывать. Следующее – это район. Как бы Дубай – это большая стройка, здесь мало законченных районов, то есть даже в законченных районах, мы живем в Живиар-Марина, это один из самых, скажем так, старых районов. Здесь тоже есть у нас новостройки, есть проекты незаконченные, поэтому чем больше стройки, тем, конечно, хуже для вас, так как это пыль, это шум и плюс это незаконченная инфраструктура. Поэтому, опять же, есть новые районы, где будет жилье подешевле, соответственно, это будет еще, скажем так, не совсем сданные проекты. В Эмиратах есть два основных предложения, в которых вы можете арендовать себе жилье. Давайте сейчас на примере одного приложения и нашего здания, нашего билдинга, я вам покажу, на что можно и нужно обращать внимание в объявлении, когда вы занимаетесь поиском жилья. Итак, на примере первого объявления, что мы видим? Цена указывается в дирхамах и цена указывается за год. Эта квартира полностью меблированная, она односпальня с 2 ванными комнатами на среднем этаже и с балконом. Понятие меблированная, конечно, может очень сильно отличаться, то есть это может быть элементарные какие-то предметы мебели и вплоть до, как в нашем варианте, это чашки, тарелки, постельное полотенце, фен, то есть абсолютно все. Дальше, судя из описания, 1,5 ванные комнаты. Что это значит? Это 1 туалет и плюс еще туалет и ванная комната. Открытая кухня, то есть американская кухня, средний этаж, балкон, наличие в здании бассейна, 24 часа охраны и так далее. То есть это обычно все прописывают. Также указано, что здесь есть спортивный зал и парковка. Почему-то еще указали лифт. Дальше, что определяет стоимость жилья, это, конечно, количество комнат. Здесь, так же, как и во многих городах мира, считается по спальням. То есть, сколько у вас спален, например, one bedroom или two bedroom, соответственно, будет и цена. То есть, у нас мы живем в one bedroom, это идет кухня, отдельно столовая и отдельно спальня. То есть, вот сколько в вашей комнате спален, столько комнатная она и считается. В следующем объявлении мы видим, что это также идет однокомнатная, то есть у вас идет кухня, зал и одна спальня. В этом варианте указано, что это не меблированная. Следующий вариант мы видим уже, что этажность чуть выше, и это уже идет двухспальный вариант. То есть, соответственно, у вас будет 2 ванные комнаты и плюс еще отдельно гостевой туалет. Также указано, что это квартира меблированная. И по поводу парковки. Здесь парковочное место зачастую даются по количеству бедрумов, то есть сколько у вас спален, столько парковочных мест вам и положено. На 2 спальни 2 парковочных места. В этом объявлении можно увидеть, что в описании первой строкой стоит надпись «Мультичек». Что это за зверь такой? Здесь как зарплату, так и расплачиваться за что-либо вы можете с помощью чеков. Каждый банк при открытии счета выдает вам чековую книжку. Так вот, что имеется в виду в данном варианте? Есть 2 основных способа оплаты аренды. Это либо одним чеком, это значит, что вы оплачиваете всю стоимость квартиры за год, либо вы можете оплачивать так называемыми мультичеками, то есть вы платите помесячно 1 чек за 1 месяц. Эта квартира является студией, ей парковочное место не положено, и у нее всего 1 ванная комната. Следующая интересная штука – это чиллер, который вот вы видите в описании. Может быть написано просто чиллер, либо чиллер free. Это значит, что кондиционер, стоимость его оплаты, то есть как коммунальная услуга, отдельно не идет. Он уже входит в стоимость жилья. То есть летом это вам экономит как минимум $150–200.
Когда вы заключаете контракт с риэлтором, либо что реже напрямую с владельцем, у вас часто могут попросить security депозит. Это депозит, который вам возвращают при выезде, конечно, при условии сохранности, там, например, мебели и всего остального. И, как обычно, агент запрашивает у вас себе комиссию в размере месячной оплаты жилья. И еще по поводу фиксированной, скажем так, стоимости жилья и чеков. В нашем случае мы платим одним чеком, то есть наша компания оплачивает нам на год жилье и каждый месяц вычитает у нас из зарплаты. Это очень хорошо для нас, потому что если вы платите одним чеком, в основном вам могут сделать скидку на жилье. И плюс, опять же, в нашем случае наша квартира 3 года назад стоила 75 тысяч. В итоге изначально мы попросили хорошую скидку, нам сделали. И вот за 3 года мы опустились до 50 тысяч в год. То есть, конечно, сказывается и карантин. Сейчас цены намного, намного не скажем, но ниже стали. И никто не отменял закон о торговле. То есть вы обязательно можете торговаться. И, конечно, наличие оплаты одним чеком играет для вас очень большую роль. Места общего пользования в нашем билдинге – это сауна, которая, к сожалению, так и не открылась еще после карантина. Это тренажерный зал и бассейн. Бассейн здесь есть в каждом здании, это не редкость, а вот сауна и тренажерный зал уже зависит от застройщика. Вход в эти заведения идет обычно по специальным карточкам, то есть здесь могут находиться только жильцы этого дома. При жилых домах в основном идут очень маленькие дворики. Мы же в пустыне, здесь же мало места. Так вот, поэтому бассейны в основном идут на крыше, то есть в зависимости уже от этажности. У нас идет на первом сервисном этаже, редко где есть на крыше, поэтому, опять же, если вам важно, чтобы была тень, насколько сильно нагревается или остывает бассейн, это все тоже можно посмотреть, когда вы будете просматривать квартиры. Спортивный зал у нас состоит из 2 помещений. Это тренажерный зал и атлетический. Мы семья спортивная, поэтому ходить на тренировки в хорошие комплексы здесь стоит, как крыло самолета. Поэтому при поиске жилья для нас было одним из важных критериев это наличие хорошего спортивного зала. В нашей семье разговаривают на 2 языках, это на русском и на турецком, поэтому на моем канале вы увидите видео именно на этих языках. Каждый четверг выходит видео на русском, и каждый понедельник выходит видео на турецком. Так что если вы увидите непонятные вам иероглифы, то знайте, что точно такое же видео есть и на русском языке. Давайте на примере нашей квартиры я вам покажу средний сегмент жилья в Дубае. Итак, что же вы получаете за $1500 в Дубае? Здесь у нас на входе стоит бутылочка водички, которую нам каждый вторник привозят. Как я вам говорила, у нас one bedroom, то есть это наличие одной спальни и наличие зала с кухонькой. Для нашей комнаты у нас довольно-таки, для нашей квартиры у нас довольно-таки хорошая площадь считается. Здесь у нас гостевой туалет. На эту сторону у нас кухонька, которая небольшая, но в ней все есть. У нас даже есть дополнительный холодильничек, если не будет хватать этого. У нас довольно-таки большая ванная, но почему-то хозяева сюда поставили стиральную машину. И вот здесь гостевая с 2 раскладывающимися большими диванами. То есть у нас, если приезжают наши знакомые, есть где остановиться. Кальян – это обязательное тоже дело. Вот такой у нас вид из окна, который я вам еще чуть позже покажу. В окошечко выгляну в окошечко, потому что ужасная жара, и я сейчас не пойду на балкон. Вот еще раз, вот входная дверь.
Вот уборная первая, это кухня. И вот здесь у нас спальня с еще одной ванной уже именно для нас. И плюс для нашей квартиры у нас довольно-таки много мебели считается. И вот она, еще одна ванная. То есть ванна довольно-таки большая, с большим столом. Вот так выглядит наш балкон через 2 недели после его мытья. Мы находимся на 3-м этаже, но это где-то этаж 5-6. Мы на 2-й линии, вот перед нами отель, и даже видно чуть-чуточку моречко и лайнер, который к нам приходит в соседний порт. Здесь примерно раза 4 в год служба моет окна, но, естественно, балкон остается за вами. Минус нижнего этажа в том, что очень много пыли, песка и мусора. Чем выше вы находитесь, тем меньше будет этого песка. Но учитывая то, что мы находимся близко к морю, у нас его и так мало относительно. То есть, чем выше этажность, тем меньше шума, меньше пыли. Но на моем собственном опыте это большие головные боли в прямом смысле. То есть у нас болят уши, болит голова. Вот офисы у нас и так на высоких этажах, поэтому вот жилье мы решили взять на низком этаже. Вот буквально сегодня у нас мыли окошки, и видно, что ребята еще собирают окончательно всю свою технику и аппаратуру. Следующее понятие, которое мы разберем с вами, это что же входит в состав аренды жилья. То есть во сколько вам это все обойдется и из чего оно состоит. Да, буду капитаном очевидности, но первое это стоимость вашего жилья в месяц. Оно будет варьироваться от того, на какой срок вы его арендуете. Если вы арендуете помесячно, это будет, естественно, выше стоимость. Если вы арендуете на год, а в основном так здесь все делают, это будет стоимость немного ниже. Коммунальные услуги здесь шифруются словом DEVA. Что означает вот это? Это, соответственно, оплата за электричество и за воду. Вода здесь не очень дорогая относительно, например, как в той же Доминикане. И электричество тоже, соответственно, такого же порядка. Опять же, соответственно, относительно Доминиканы. Смотрите, в нашей квитанции 90 дирхам – это электричество, 68 дирхам – это вода. Видно, что у нас кондиционер – это бесплатное охлаждение. И house charge – это та сумма, которая вам закладывается автоматически от стоимости вашего жилья. То есть, чем дороже вы арендуете жилье, тем больше вы платите, к сожалению, за коммуналку. Плюс у вас дополнительные расходы – это интернет. Домашний интернет, это если у вас есть кабельное телевидение, вот, у нас бассейн, тренажерный зал и так далее, это входит все в стоимость коммунальной услуги, что здесь в 95% так и есть. Плюс очень важный момент, я вам рекомендую, то есть будет большим плюсом, не то что рекомендую, будет большим плюсом, если у вас кондиционер входит в стоимость аренды. Это действительно экономит вам, минимум долларов 200 в месяц. Вот, кондиционеры здесь все, как они называются? Сплит-системы, это которые... как они называются кондиционеры? Это кондиционер. Он встроенный, его каждый год нужно чистить, вызывать специальную службу. То есть те, кто жили за границей, я думаю, вы уже с этим сталкивались, с этой прелестью. Итак, что мы с вами имеем в итоге по стоимости аренды жилья? 4200 в дирхамах – это аренда в месяц за квартиру, 400 – это электричество и свет, плюс 440 – это интернет и кабельное. В итоге мы получаем 5040 дирхам. $1370 вы платите за аренду жилья в Дубае. Это за однокомнатную квартиру в неплохом районе с годовым контрактом. Но, к сожалению, квартира – это далеко не основная часть расходов в Дубае.
Если считать дальше расходы, 2500 это примерно уходит в месяц на еду. 250 у вас уходит как минимум за одну сим-карту в месяц, то есть ваш мобильный. 600 это минимальные расходы на дорогу, на транспорт для работы. Плюс, если вы хотя бы несколько раз выходите в месяц выпить кофе, это будет как минимум 600 дирхам. Если у вас как минимум один ребенок ходит в школу, это еще 4000. То и так далее, и так далее. Но чтобы вас очень сильно не устать, давайте уже об этом поговорим в следующей серии. Я надеюсь, что это видео было вам полезным. Если оно вам понравилось, жмакайте лайк. Переходите на следующее видео, где много всего интересного. И до встречи. Пока-пока.